Сегодня у нас в меню десерт корейское медовое печенье. Начинаем с того, что подготовим смесь для теста. Нам потребуется вода 4 столовые ложки, а также либо корейская водка соджу, либо обычная водка 4 столовые ложки. Вливаем воду и добавляем мед 4 столовые ложки. Для данного блюда мы будем использовать сегодня очень много меда, потому оно и медовое печенье. Далее добавляем порошок корицы 1/3 столовой ложки и хорошо размешиваем корицу. Затем, не удивляйтесь, добавляем черный молотый перец, буквально щепотку. И хорошо размешиваем и порошок, и черный перец. Могут появляться комочки, разбивайте их ложкой. Теперь займемся тестом. В глубокую емкость насыпаем пшеничную муку 200 грамм. И заливаем кунжутное масло 4 столовые ложки. Это придаст особый аромат этому печенью. Смешайте, перетирая между руками. Лучше делать это руками открытыми, без перчаток. Вы уже сразу почувствуете аромат, исходящий от этой муки. Далее подготовьте какую-нибудь глубокую емкость и сито, лучше железное, потому что нам нужно будет просеять через сито уже заправленную кунжутным маслом муку. Но она будет не так уж легко просеиваться, придется периодически потряхивать, как обычно, а периодически с таким нажимом как бы протирать муку через сито. И мы получаем муку вот такой вот рыхлой текстуры с необыкновенным ароматом. Заливаем в полученную муку смесь с порошком корицы. Сначала перемешайте все это ложкой, желательно сухой и деревянной. Затем продолжаем замешивать это тесто руками, как обычное тесто. Замешиваем его достаточно долго, до мягкости и однородности. Тесто это будет достаточно такое сыроватое, рыхлое и мягкое. Когда тесто готово, нам нужно будет его раскатать. Раскатываем тесто и затем складываем тесто втрое. И снова раскатываем тесто. Затем снова складываем тесто втрое. И в этот раз уже раскатываем тесто окончательно толщиной в 1 сантиметр. Сейчас нам нужно выровнять форму. Обрезаем края, стараемся потерять как можно меньше, но затем это можно снова замешать, раскатать и тоже использовать. Нарезаем тесто квадратами 4 на 4 сантиметра. Вообще у этого печенья есть очень много разных красивых форм, в основном цветочком. И в Корее продают даже специальные формочки для того, чтобы делать красивую форму. Используем далее десертную вилку или обычную вилку и делаем 3 ряда с 3 дырками. Это еще один из вариантов оформления этого медового печенья, самый простой и самый домашний. Эти печенья продаются уже и готовые, фабричные, в Корее магазинах, как правило, цветочной формы. Теперь мы нагреваем растительное масло для жарки где-то около 500 мл. Главное, чтобы печенье могло свободно плавать в этом масле. Нагреваем масло до 110 градусов и закладываем в него печенье. Когда печенье всплывет,
Мы поднимаем температуру масла до 145-150 градусов. Периодически, может быть, придется подвигать печенье. Удобно делать это азиатскими палочками, чтобы оно не прилипло ни к дну, ни к друг другу. Когда печенье станет золотисто-коричневого цвета, мы извлекаем его из масла и удаляем излишки масла с печенья, например, бумажным полотенцем. Теперь мы делаем смесь для настаивания печенья, для того, чтобы он стал сладким. В Корее используют либо сироп зерновой, либо мед. То есть за основу можно взять как то, так и другой. Заранее определитесь, что у вас есть и что вы хотите использовать. Я использую как основу мед, поэтому беру мед 200 грамм, заливаю в контейнер и засыпаю порошок корицы, буквально щепотку, и добавляю сироп 2 столовые ложки. У меня сироп агавы. Поскольку я взяла за основу мед, то сейчас добавляю сироп. Если бы я взяла бы за основу сироп, то сейчас бы добавляла бы мед. Немного размешиваем корицу в меде. И добавляем свежий имбирь, совсем немного, 15 грамм или чуть больше, мы нарезаем достаточно тонко и закладываем в мед. Теперь, когда наша смесь готова, мы закладываем в нее уже печенье. Для того, чтобы печенье хорошо пропиталось и стало очень сладким, каким оно и должно быть, мы держим его в теплом месте в этой смеси 12 часов, то есть полдня. После 6 часов настаивания желательно перевернуть печенье на другую сторону, особенно если оно не целиком погружено в мед. И затем, после того, как уже перевернете, настаиваем оставшиеся 6 часов, чтобы выдержать полные 12 часов настаивания. После пропитки мы вынимаем печенье из медовой смеси и кладем его, например, на сито, для того, чтобы излишки вот этой сиропа или меда стекли с печенья. И после этого можно приступать уже непосредственно к сервировке. Здесь уже дело вашей фантазии. Можно либо по таким азиатским минималистическим традициям оформить, либо просто сложить их так горочкой друг на друга. И можно сделать также топпинг, например, кедровые или грецкие орехи. Может быть, совершенно разные топпинги вы можете встретить, на что способна ваша фантазия. И подаем к столу. Приятного вам аппетита! Это печенье относится к традиционным десертам Кореи. Оно очень-очень необыкновенно вкусное, ароматное и сладкое за счет вот этой долгой пропитки в меду. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного вам аппетита!